Привет, я Эндрю Креймер. У меня для вас есть просто замечательный урок. Вот. Отлично, это достаточно быстро, но вы уловили суть. В принципе, у нас тут всего одна световая полоса, которую мы создали с помощью After Effects 7 Professional. Вот еще один пример, как можно использовать данный эффект с 3D-заголовком. Как вы видите, чтобы улучшить этот кадр, я воспользовался функцией Depth of Field. Но давайте приступим к работе. Для начала создаем новую композицию. Выбираем IntIC DV, установим Frame Rate на 23,9 кадра, то есть 24p. В предыдущем уроке для того, чтобы создать 3D-комнату, я использовал фактуру из Rio Gear Collection. Сейчас я сделаю это очень быстро. Если у вас появились какие-то вопросы, просто посмотрите предыдущий урок. Заходим в Rio Gear FX. Выбираем Ground Texture, Low, Grayscale, Ground Gray 9. Перетаскиваем эту стену сюда. Нажимаем на слой F4 и включаем 3D мод, чтобы перевернуть стену в 3D слой. Поворачиваем. Перемещаем. Копируем. Перемещаем. Еще раз копируем. Поворачиваем. Получается задняя стена. Идеально. Еще раз копируем. Создадим потолок. Немного увеличим, чтобы не было видно темных краев. Forward a little bit, and we'll scale it up so that we don't see the burned edge there. Okay, I'm going to create a Создадим новую камеру. Выбираем 35 мм. Берем Camera Tool и немного отойдем назад. Все подробности можно найти в предыдущем уроке на эту тему. Затем выбираем фактуру номер 4, перетаскиваем, включаем 3D мод, поворачиваем так, чтобы получился пол, перемещаем вниз, но не на самый низ, а чуть выше, немного увеличиваем и передвинем. Вот так. Итак, мы создали 3D-комнату в рекордно короткие сроки. Теперь создадим новый свет. Выбираем оранжевый цвет. Устанавливаем Intensity на 100%. Кажется, нужно еще увеличить Intensity. И точно так, как в предыдущем уроке, выделим заднюю стену и уменьшим значение для Exposure, чтобы сделать ее не такой яркой. Теперь сделаем пол более контрастным. To our floor texture. And if we look at full resolution, it looks pretty good. Хорошо. Теперь поиграем с цветом для света. Чтобы добавить желаемого эффекта. Следующий шаг – это создание частицы. Для этого создадим новый слой. Нажимаем ОК. Выбираем эффект Simulation CC Particle World. У нас появился замечательный генератор частиц. Отключаем Grid, и у нас останется только частицы. Если мы поиграем с этими опциями, то у нас получится то, что нам нужно. Установим радиус на 0 для X, Y и Z. Также установим Velocity на 0, Inherent Velocity на 0, Gravity на 0, все на 0. Теперь у нас одна маленькая частица. Замечательно. А сейчас самое сложное. Нам нужно создать новый Null Object. Этот Null Object будет источником для нашей страницы.
Эффект CC Particle World сам по себе очень хорош, но единственная возможность анимировать его в 3D — это перемещать координаты для оси Y, X и Z. У него нет настоящего 3D-оператора. Такая анимация выглядит просто нелепо. Итак, поменяем Particle Tape на Lens Cover, чтобы получилась небольшая полоса. В любом случае, мы, конечно, можем анимировать частицу таким способом, но это далеко не самая удачная идея. Единственный способ контролировать частицу в 3D-пространстве в After Effects — это воспользоваться Null Object, который мы превратим в 3D-слой. Теперь, когда Null Object стал 3D-слоем, мы можем легко его перемещать. У нас есть все те же контроллеры, как и у обычного 3D-слоя. Единственная проблема — это то, что в CC Particle World есть произвольные значения для X, Y и Z. Position для Null Object тоже имеет X, Y и Z. И у нас тут есть эти три значения, а здесь все значения нулевые. То есть нет адекватного перевода. I was able to come up with what this arbitrary data means for the most part. А теперь попробуем создать выражение, которое позволит связать эти значения с Null Object. Для начала нажимаем Alt и кликаем на X, соединим с Position для Null. Все достаточно просто, пока. Набираем X равно thisComp.layer и так далее. Поскольку здесь у нас 0, то мы работаем с X. Если бы у нас было 1, то мы бы работали с Y. Ну а если 2, то с Z. Итак, здесь 0. Затем набираем thisComp.width, то есть минус ширина данной композиции. Теперь разделим результат на 2. Затем точка с запятой. Результатом для данного выражения будет 0. Теперь набираем X. thisComp.width. Окей, это все для X. Сейчас давайте перейдем к Y. Я копирую это выражение. Кликаю на Y и устанавливаю наше выражение. Меняем X на Y. И Width на Height. Все остальное оставляется без изменений. Ах да, напоминаю, 0 на 1. Здесь у нас 0, 1, 2. Кликаем, чтобы выйти из этой строки. Теперь для оси Z зажимаем Alt и кликаем, затем вставляем наше выражение. Поскольку у нас Z, меняем 1 на 2. И поскольку Z имеет значение 0, удалим все это. Заменяем X на Z. Более короткий вариант данного выражения — это данное значение, деленное на thisComp.width, но мы оставим его как есть, так сказать, в едином стиле с предыдущим выражением. Теперь все это прикреплено к Null Object. Мы можем поменять Null Object, и наши частицы будут перемещаться вместе с ним. Давайте добавим выражение в Position для Null. Набираем Wiggle, скобка, 3, запятая, 50. У нас появится такое вот движение. Заменим на 100. Видите, что происходит? Теперь давайте отредактируем нашу частицу. Мы только что закончили работать с ее расположением, а сейчас поработаем над ее внешним видом. Сначала уменьшим Birth Size и Depth Size на 0.
Затем немного увеличим brush size, чтобы у нас получилось широкое начало, а затем постепенно снижалось к концу. Также необходимо значительно увеличить birth rate, чтобы линия была непрерывной, например, до 75. Пожалуй, чуть уменьшим brush size, чтобы получилась хорошая световая полоса. Для первого раза получилось очень даже неплохо, осталось чуть-чуть улучшить. Если мы зайдем в Options для CC Particle World, у нас появится это маленькое меню. Зайдем в Opacity Map и выберем Fade Out Around. Таким образом, частица будет начинаться непосредственно на кончике нашего Null Object. Так получилось более четкое начало. Instead of having a slight delay. Next thing we want to do is теперь назовем это слой Particles. Particles, and we'll call this а этот Point. And let's go ahead to выделим слой Particles, затем выбираем Effect, Styles, Glow. And we'll change the изменим Color B на оранжевый. Like a nice orange color. Изменим Glow Color на A and B Colors. Увеличим Glow Intensity. И немного увеличим радиус. Воспроизводим. Можно еще немного улучшить данный эффект. Удаляем эти ключевые кадры. Теперь увеличим значение для выражения в угол, так, чтобы у нас получилось произвольное движение. Давайте возьмем Null Object и передвинем его. Хорошо. Помните, что мы находимся в трехмерном пространстве. Не забудьте включить Depth of Field для камеры, чтобы эффект получился еще более впечатляющим, как здесь. Итак, надеюсь, мой урок оказался полезным для вас. Я Эндрю Кремер, и это сайт videocopilot.net. Всем пока.